Друзья, сегодня необычный выпуск. Сегодня мы отправляемся в город и будем записывать подкаст. Но подкаст необычный, а этот подкаст, можно сказать, режим самой камеры DP3M. Мы будем записывать подкаст, друзья, да, правильно, на фотоаппарат. Ради этого я даже вставил поролон в боковой L-брекет, чтобы микрофон защитить от ветра. Заодно сможете оценить качество звука. Сложность только в том, друзья, что для того, чтобы записать... Так вот, друзья, сложность в том, что для того, чтобы записать, нужно сначала сделать фотографию, а потом делать ее описание или записывать аудиоподкаст, как в случае с Фавионычем. Если вам такой способ понравится, вести блог, мы его продолжим, друзья. Но впереди нас ждет еще видеосъемка, но это в другой раз. Сегодня аудиоподкаст про Фавион и кадры, которые мы будем делать, сразу же будем делать комментарий. Итак, вперед, друзья, поехали. С Фавионычем. Итак, друзья, первый кадр. Мы находимся около метро. И поскольку подкасты очень популярные, с момента появления iPod это произошло. Но, друзья, миллионы людей, десятки миллионов слушают подкасты. И DP3M, камера с Фавионом, может использоваться для подкастов. Сегодня мы в этом убедимся. По 30 секунд я могу делать записи аудио каждой фотографии. Ну а подробнее, как это все делается, я буду рассматривать в отдельном видео. Сегодня же просто... Вообще тема подкастинга, она достаточно древняя, друзья. Вы знаете, что это появилось в момент начала iPod. Но, друзья, сегодняшнее видео имеет отношение к автономной фотографии. Даже без интернета, без телефонов, без всяких сим-карт вы можете создавать собственные свои влоги с помощью фотоаппарата. В данном случае это Sigma DP3M, камера, которая вышла в 2013 году. Вот так вот. Начинаем мы запись подкаста с метро Достоевской. Здесь находится памятник Достоевскому, масса примечательностей, в том числе очень интересные внутренние парадные. Ну и здесь я достаточно долго работал, поэтому здесь есть что посмотреть. Сегодня тема у нас стрита. Ну, 30 секунд попробуем вкладываться. Потому что на самом деле особо здесь композицию я не строил. Это был практически такой готовый вариант. Перейдя Загородный и Владимирский проспект, практически сразу мы оказываемся на переходе, который позволяет нам перейти. Короче, двигаемся на самую популярную улицу ресторанов Питера. Это Рубинштейна. Практически пройдя двор, мы оказываемся на этой улице, где очень шумно летом всегда бывает. Ну и здесь тоже поснимаем обязательно. Здесь сегодня, кстати, на удивление спокойно. Практически никого нет, тишина, поэтому можно записать. Микрофон, кстати, находится под моим пальцем правым. Я перепутал динамик с микрофоном, но это ничего страшного. Разберемся, ведь сегодня только первый эксперимент. Так, а мы направляемся в двор, который сам по себе тоже очень приметный, интересный. Здесь, кстати, находится достаточно известное кафе. Практически сразу мы попадаем в колодец, который сам по себе необычный. Но я, честно говоря, снимал его на Фавион первый раз. Обычно его снимают на широкоугольные объективы, но в этот раз я решил попробовать изменить и снять его на классический Фавион. Классический, говорю, 75 миллиметров. На самом деле в этом районе большое количество интересных геометрических таких мест, где, если вы любите архитектурный дизайн, ну вообще стилистику города Питера, вам понравится. Зачастую вы можете обнаружить какие-то старые интересные постройки в сочетании с современными утилитарными устройствами. И это может послужить неким артом, неким вашим началом к поиске вашего собственного стиля. Если, конечно, вы захотите этим заниматься. С Фавионычем. Я решил размяться, подняться на высокий этаж пешком. Вы помните, я записывал здесь очень маленькие лифты, потому что они ставились уже после того, как началась эта лифтификация. Поэтому для того, чтобы оценить магию питерских подъездов, парадных, по-разному их называют,
Нужен, конечно, фавион. Ну а сегодня у нас подкаст с фавионом, и это прекрасно. Немножко отдышаться для того, чтобы перевести дух, ну и приспособиться к формату 30-секундного записи аудио, потому что эта камера пишет как раз по 30 секунд, остановить вы ничего не можете, но, слава богу, в настройках можно выбрать качество громкости динамика, и самое главное, вы видите обратный отсчет 30-секундный. Увидимся вскоре.